говорят, на остров ходит вот такая вот собака, у нее крайнее вообще истощение, у нее опухоль под левым ухом, она практически уже еле передвигается. У кого есть возможность куда-нибудь в интернет. Потом скажут, а вот они бездействуют. А мы нифига не бездействуем. Я полдня бьюсь и ничего с этим сделать не могу. Пробовали. Она в гору нифига не оселяет выйти. Да. Сколько? Я 11. Воды прям она хорошо попила. Она прям как начала ее пить. Сырненько. Женщина плетет, вышла. А вы что там к собаке пристаете? Вы что к ней пристаете? Я говорю. Хоть дышит. Она видишь, как хрипит. Там уж инфекция еще какая. Никуда не ходи. Куда ты собралась? Сиди, сиди. Ну вот опухоль такая вот, где ухо. Гематома. Так гематома, не знаю, может ее сбили, может что-то. Мне кажется, ее звезда. Ну вот она вот такая большая все-таки по духам. А вот смотри, вот если ее стукнули и... А так вот здесь вот очень истощена. Прям, Ну, прям привет. хорошо поет. Привет, зайка. Вон гематома какая-то. Сейчас посмотрим. Прям текет, и глаз от нее гноится. И когда спит, вот здесь идет, наверное, здесь там все заполнено, потому что вот воздух у нее здесь выходит, вот воздух, Да. она дышит. Ой, у нее там у неё сухо. вообще ничего не выходит. Ну, Зая. Все хорошо будет, малышка. Что, закрываем? Да. Пойдем лечиться.
меньше суток. Все время вот так дышит. Сейчас она быстро дышит, еще нормально. Но когда на какой-то бок ложится, она хрипит аж начинает. У нее там в горле прям видно, что бок, она там огромная. У нас была уже здесь собака такая же. С ней помню. Напугались? Не бойся. Да, как правильно. Видите, да. Здесь возможно. Тоже будет лучше аппетит. Теперь можно спокойно ставить. Ну, Азалея, давай, собирай все силы. Тебя очень сложно перезапускать. Да, это можно куда-то положить. Азалеечка, посиди, надо полечиться. Сразу, да, конечно. Привет, красотка, как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Такая девочка. Сейчас поедем с тобой кататься. Кататься поедем с тобой, да? Молодец. Спасибо, до свидания. Пришли попить на дорожку. Да, умничка так хорошо на поводке ходит. Сейчас чуть прогуляемся и едем. Вот такой пассажир Азалия. Забрали из клиники малышку. Сейчас поедем ее отвозить на передержку. Давай, малыш, все, укладывайся. Устраивайся поудобней и поехали.
медведи любят все, кто видел их хотя бы раз. В финальной серии Гамми решили, что окончательно справились со своим врагом, коварным герцогом Виктором, и он навсегда покинул землю. Но тот возвращается, приведя с собой полчища термитов, которые уничтожают долину Гамми. В итоге герцога победили, но жить медведям больше нет. Он ее посмотрел, говорит, что здесь уже проблема не в трахеостоме, хотя, когда вот я руками держу эту кожу, я слышу, как она как бы дышит. Вот мы так с мужем и стояли по переменам, то он держал, то я. Привет, Атань. Вот, ну, он сказал, что в принципе, когда мы не вижу разницы, если раздеваешь кожу здесь или нет. Значит, бинтовать вот эту Пытаешься что-то понюхать? Ты же носиком не дышишь. Иди. Азалия, туда нельзя. Мак, ты что, боишься? Дружи с девочкой. Гулять будете вместе.
Принцесса, принцесса, там катаются, не бегайте.